Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы наведаемся в музей, посвященный автору всем известного Дораэмона. Итак, вперед! К новым приключениям в музей Фуджико F Fujio. Как вы заметили, автобусы тут тоже непростые. На самом деле это специальный автобус, который довезет вас от станции Наборита до музея. Пешком тоже можно дойти, минут так за 20-30. Но давайте уже зайдем в сам музей, и он, кстати, разделен на 4 части. Первая из которых – это общая игровая локация, и в ней вы найдете кучу разных мини-развлечений и некоторый интерактив. Но, конечно же, в первую очередь привлекают специальные гача-автоматы. Кроме огромного размера, эти самые девайсы обращают на себя внимание и весьма интересными призами. Мне, например, попался вот такой Дораэмончик. И тут вы, наверное, заметили, что он очень большой для фигурки такого типа. Но все очень просто. Дело в том, что голова этого Дораэмона и есть капсула для гачи. Мало того, что размер большой, так это получается еще и безотходное производство. А прямо рядом с фигурками стоит очень интересное строение, и это не просто макет. Во-первых, данное жилище полностью повторяет дом Нобиты, главного героя из аниме Дораэмон. А во-вторых, это система с альтернативной реальностью, которую можно оценить, взяв специальный планшет, находящийся рядом. Мелочь, но очень интересно. Отдельно хочется отметить тягу Фуджико F Fujio к разного рода интересным, но при этом странным девайсам. В первую очередь потому, что именно такие девайсы и расположены в общей локации данного музея. Хотя вряд ли они являются чем-то очень значимым или важным с точки зрения информативности. Но атмосферности однозначно добавляют. И, конечно же, они очень нравятся детям, которых иногда банально просто не оторвать от столь залипательных штук. А вот этот стендик является набором интерактивной манги. Двигая странички или ручки, история на этих листах меняется, и мы получаем своего рода что-то новое. Ну и, конечно же, раз сюда ходят с детьми, то и зона для самых маленьких тоже имеется. И она также оформлена в стиле очень странных изобретений. Также в здании есть еще и зона с музеем, где расположены реальные инструменты автора и настоящие манускрипты манги. Но, к сожалению, там снимать нельзя, что, в общем-то, и понятно. Зато поверьте, как поклонникам манги в общем, так и персонажей от Фуджико F Fujio в частности, будет интересно взглянуть на то, как все это делалось на заре эпохи. Но перейдем на улицу, и там все становится значительно проще. И хотя площадка достаточно большая, экспонаты и фотозоны расположены не очень близко, поэтому придется основательно побегать по разным уголкам. Если честно, то описывать все, что находится на этой площадке, нет смысла. Просто смотрите. И как вы заметили, на внешней локации нет почти ничего, кроме Дораэмона и связанных с ним персонажей, что в какой-то степени очень жаль. Хотя понять можно, ведь это самый известный в Японии персонаж, и именно с ним и его друзьями хотят фотографироваться фанаты. Кстати, дерево в центре парка тоже посажено не просто так. Оно символизирует очень известную локацию с дверью-порталом из аниме. В общем, вот так вот весело на улице, но это веселье быстро заканчивается, особенно под палящим солнцем, так что пойду-ка я внутрь.
И внутри, кстати, есть кафе, но я в него не попала, так как из-за наплыва посетителей места уже не было, и бронировать их нужно было аж с утра. Поэтому просто покажу меню и буду собираться домой. И, кстати, на станции Наборита, откуда все и идут в музей, тоже есть Дораэмон. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, если понравилось, и не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного.